Друзья, немножко отвлечемся от обыденной нашей гаражной движухи. Нам нужно сделать операцию «И». Нужно украсть чуть-чуть камней и отвезти ко мне домой. Думали сначала поехать на Ханамаге, но вдвоем с Димой мы не влазим в Ханамага, поедем на Кразе. Вот, так что у нас сейчас небольшое приключение. Ну, что еще там нужно сказать? Да и больше ничего не говорить. Все, больше ничего Дима сказал не говорить. Самая крутая фишка в Кразе — это кондиционер. Просто работает идеально. И ты в любую жару чувствуешь себя комфортно. Поменял один шланг, ё-моё. Ну, все смотрел на него. Ладно, сейчас перекинем по-быстрому. Вот такая у нас опять произошла проблема. Шланги. Меняйте шланги на новые. Угу. Как всегда, когда спешишь. Нас уже ждут там. А мы копошимся. Красно подводит нас. Ну как, я не хочу отнести это к тому, что он подводит. Это прям мелочи. Даже можно сказать, моя халатность. Я его видел, этот шланг. Еще у нас такой же на антифриз есть. Но это обратка. Не сильно страшный шланг. Но бак он опустошит очень быстро, судя по всему. Нам проехать 20 километров, но без приключений никак. Спящий полицейский. Оп! Ёп! Мягкая машина. Загрузили чуть-чуть камней. Вот, ну, буквально чуть-чуть нам надо, и надо сваливать, пока не приехал хозяин. Друзья, едет Володя, дальнобойщик наш. Постоянно к нам заходит в гости. Прикинь. Все, камушки привезли, выгрузили, и сейчас отправляемся обратно на базу.
Соседям помогли, сделали доброе дело, а также там чуть-чуть немножко нашу подровняли территорию. На погрузчике работать все проще и проще. Очень интересная техника, очень нравится. Но нужно делать тормоза. Это, конечно же, в следующих сериях. Ну а сейчас продолжаем, надеюсь, уже заниматься краном. Наша задача сейчас заложить туда побольше солидола. Каким-то способом, блин. Я не знаю, каким только. Ну, каким-то надо. Вода оттуда текет. Поскольку там у нас внутри идут механизмы сцепления, тросика, газа, все это смазывается вот такой солидольной смазкой. Солидолом это литол. Солидолом нельзя смазывать подшипники, это я знаю. Это литол. А типа солидол густеет, а литол типа крут. Ну, я теперь не буду уже волноваться за то, что у нас болтается наш хвостовик. То есть он будет работать четко. И я не буду переживать. Это важно, потому что когда болтается хвостовик, можно шестерню убить. И все. И до свидания. Но мне кажется, хватит. Все. Тем более у нас его все равно больше уже нет. Так, 2 болтика. Ну и как-то эту конструкцию надо сейчас закинуть. Я, если честно, не представляю, парни. Бляха, муха. О! Ну, вроде бы. Слушай, ну так все нормально. Сейчас наживимся. Не все так страшно. Какой я грязный. Опять Галька заругает. Потому что ты в лицо в солидол тыкаешься. Вот в этот. И головой, походу. Вдвоем все происходит гораздо быстрее. Мы уже ставим кардан. Так. Так, Дим, давай. Тихо. Держу. Не спешим. Тут спешка не нужна. Ай-яй-яй. Короче, болты длинные. Так у меня и не хватает. В этой части я кардан прикрутил. Единственное, возник у нас нюанс по флянцу, обломался болт. И еще там один обломанный есть. То есть, ну, просто уже нету возможности здесь высверливать. Я вообще не представляю, как это. Если вдруг будет откручиваться или что-то пойдет не так, то тогда уже будем решать эту проблему. Пока что такой физической возможности нету. Ну и осталась та часть кардана. Дима, пока я ходил за болтами карданными, зажал вот этот флянчик, он тоже был отжат. Вот этот вот. Ну, сейчас все красиво, аккуратно. Так что устанавливаем эту часть кардана. Все, последний болтик нашего кардана. И все будет готово. Сейчас запустим, посмотрим, есть ли у нас вибрации, болтанки. Мне почему-то кажется, что теперь будет уже совсем по-другому все. Дозаправка зилокрана. Надеюсь, уже в следующей серии мы сделаем наконец-таки бак. Ну а пока что наша задача снять кунг с Магируса. Вот для этого, естественно, мы будем использовать зилокран. Сейчас, что мы сейчас сделаем? Я уже запутался. Перегоним Магируса на задний двор и займемся снятием кунга. Потому что криво стоящий кунг на Магирусе меня уже гложет морально. Все, у нас полный бак. Запускаем зилокран. Сразу же проверим и вибрации, и поработаем. Все четенько, совсем другое дело. Там ничего нету, здесь немного есть. Но это сам кардан такой кривоватый. Все, накачиваем воздух.
и отцепляем кран. Наконец-то мы будем как профессиональные крановщики с опорами. Наверное, что-то мне кажется маловато для них места. Надо подкладка здесь. Вертикально стало. Ну логично, если здесь усиление есть, а тут ничего нету. А здесь, видишь, вот, обварено. В воздухе. Я не знаю, что делать. Только что сняли небольшой отрезочек для зрителей на Бусти. Если вам интересно, вы всегда можете подписаться. Ну а мы, вы сами видите, достигли успеха. Кунг висит. Сейчас я выезжаю на Магирус из-под него и опускаем его на землю. Кран рулит, причем такой порядочный вес он поднял.
попробуй на землю. Стой! А, стрелой на себя, чтобы ближе. А, ну давай тогда. Ну все, Зилокран сделал свою работу, первую такую ответственнейшую работу. Я очень переживал, потому что большой вес. За кузов я так не сильно переживал, а вот за кунг я переживал, потому что это знаю вес. Лапы отрываются, но это ничего не означает. Они отрываются, потому что просели те, которые с той стороны. Поэтому, когда поднял груз, нужно всегда чуть-чуть подкрутить. Вот, ну, наверное, не знаю. Одним словом, удача. Сейчас загоняем Магируса. Вся техника на месте, Магирус на месте, Зилокран на месте, показал себя с лучшей стороны. Вообще, я удивлен и поражен возможностями этой советской техники. Взял кунг, ну, прям на 4 метрах, мне кажется, это нормально. Как вы уже догадались, мы продолжаем заниматься Зилокраном. Сегодняшняя наша задача — это попытаться поменять резину. Колеса страшные, Зил выглядит некрасиво, поэтому будем совершенствовать внешку на нашем Зилокране. Сейчас грузим колеса. Я думаю, возьмем пока что 2. Если у нас все прокатит, может даже и 4 возьмем. Сразу туда, на ту сторону перевезем и будем пробовать менять. Чем больше я езжу на этом погрузчике, тем больше нравится. Очень четкий в управлении, все, вот прям бомба. Нужно сделать только тормоза, пока что еще до этого не доходят руки. Выгоняем Зилокран. Спасибо огромное, друзья, всем, кто нам подсказал, что мы неправильно установили лапы. На самом деле, действительно я ошибся и вставил не туда эти пальцы. Такое бывает. Сейчас уберем пальцы, чтобы нам выехать удобно и комфортно, чтобы было.
Решили, чтобы не мучиться с домкратами, поднимем погрузчиком. Тем более, что он здесь рядом. Не. Такая себе процедура, но погрузчик его, конечно, не чувствует. Но мы сейчас подложим безопасность, и я думаю, это нам поможет. Надо еще поднять чуть-чуть. Все, мост четко работает. Кстати, смазку в нем тоже не мешало бы проверить. Так, теперь нам нужно опускать, потому что нужно колесо открутить. Типа пошел. Нет. Ну что, зажимаем. Первую открутили, но футорки это, конечно, веселуха. Кто сталкивался, тот знает, друзья. Пишите, если вы сталкивались, то расскажите о ваших историях, блин, с этими футорками. Это, конечно, конструкция такая себе. У нас небольшая проблема. Две футорки проскочили насквозь и откручиваются вместе с диском, выламывая диск. Поэтому тяжело очень открутить их было. Сейчас погреем, а одну не могу открутить. Сейчас погрею чуть-чуть хотя бы, она уже поможет. Обожаю футорки. Слушай, нормальное еще колесо, блин. Вы наверняка заметили, что это колеса от Магируса, поэтому чуть-чуть у нас здесь будет отличаться. Все в целом. И посадка, и конуса. Что-то трещит сверху, Дима. Это гром. Мне кажется, на новой резине будет смотреться прям бомбически наш зилокран. Все, зажимаем все. Здесь все предельно просто и очень быстро. Последняя футорка. Одна у нас в плохом состоянии, к сожалению. Ее уже не установишь. Ну и ставим второе колесо. Казалось, что сделаем это быстрее гораздо, но, к сожалению, быстрее не получается почему-то. Фигня какая-то, Дима. Не подходит. Или мне кажется. Эти футорки какие-то большие. Такой сюрприз я не ожидал. Пока что не знаю, что делать. Сейчас попробуем, возможно, закрутить просто на гайке без футорок. Ну, если нам хватит вылета шпильки. Не совсем я уверен. Сейчас попробуем. Какой план? Так, план капкан. Магирусовская гайка подходит сюда. Поэтому сейчас откручиваем все футорки, ставим колесо и закручиваем на магирусовские гайки зиловские колеса с дисками Магируса тоже. Если вы запутались, то просто перемотайте на минуту вперед. Принято решение проточить немножко зиловские футорки, чтобы конус у них был поменьше, чтобы он подходил под магирусовский, и тем самым футорками зажать сразу два диска. Другого варианта нету, к сожалению. И я вижу в этом решение, потому что мы уже здесь думали, никак по-другому. Может быть, у вас какие-то идеи возникнут? Вы с нами делитесь, если что. Сейчас угол атаки выставим.
Все, углы выставлены идеально по заводу. ЗИЛ совместно с Магирусом. Надеемся на успех. Поехали. Вот такая у нас вышла футорка теперь. Ой, мне кажется, будет достаточно, Дим, смотри. И в конус заходит идеально. Ракета. Вообще огонь, смотри. Вот так нужно сделать все, и все будет четко. Все становится четко. Ну, отлично. Значит, вариант рабочий. Сейчас все это соберем. Я думаю, нас ожидает успех. ЗИЛ отверг запчасти от иномарки и сказал мне: крутите футорки. ЗИЛ 130 и футорки — это две неразлучные вещи. Всё. ЗИЛ катится. Погрузчик — это сила. Он может сила даже поднимать просто. Надо чуть-чуть еще поднять и подложить. Погрузчик поднимается, Дима. Не хватает. Не, давай лучше за бок. Что? Давай лучше за бок. По старой схеме. Нам мешает кабина здесь. Понял? По старой схеме. Испугались? Новая схема зацепа, потому что нам мешает кабина. И как бы опасно, можно ее согнуть. Поэтому используем ухо, которое у нас здесь есть. Вот, и попробуем поднять. Не знаю. Но у нас нет опыта подъемных операций на погрузчике. Поэтому, возможно, мы что-то делаем не так. Но вы уж нас прощайте. А лучше в комментариях подскажите, как правильно делать. Вот так. Все, пробую поднимать. Нагрузка на одно колесо. Ставь и ослабляй. Плохая идея. Сильно очень здесь закорело. Да ладно. Безопасность наша все. Здесь схема совсем другая. Почему? Потому что здесь еще, покажи, Дим, просто футорки затрущены, и на эти футорки было одето колесо. Вот так.
А я в прошлый раз, когда мы гнали его, я думаю, что за фигня, как это тут что устроено, блин. К сожалению, не так все просто, как казалось бы, но главный результат. И он уже не за горами. Теперь мы будем уверены, что у нас на зилокране хорошая резина. Мы будем брать смелее груз. Ну, почему бы нет? Футорки с этой стороны тоже проточил все, но они здесь с левой резьбой. Я вам честно скажу, после ураловских колес, зиловские это так, пыль. Бляха, тяжелая пыль, не, Дима, убирай, я так не могу. Колесики эти оставим, они не спускают, все с ними отлично. Единственное, конечно, они уже подуставшие. Передние я менять не планирую, они более-менее нормальные у нас. Поэтому, кстати, тоже не спускают, поэтому пусть остаются. Так, ну что ж, все, снимаем сейчас с донкрата, с нашего импровизированного, и загоняем сюда. А, вы же просили чуть-чуть попробовать на оффроуде ЗИЛ, да? Сейчас попробуем, как он справится с нашей канавой. Все трюки выполнены профессионалами. В обычных условиях повторять нельзя. Что я хочу сказать? Техника классная, по бездорожью едет, вы сами видите, не остановить. Но он очень тяжелый для бездорожья, это ужас. Вот так весь. Ну, я думаю, на камеру видно было, как его качает. Следующее, что нам нужно обязательно сделать, это гидроусилитель, потому что мышцы мои уже просто рвут все майки. Шутка. Но с гидрачом будет, конечно же, удобнее. Но еще, что я заметил, очень маневренный кран. На одном месте, ну, то, что нам надо фактически. Фух.
Друзья, на этом все. Надеюсь, вам серия понравилась с Зилокраном. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки. Вам я желаю только хороших людей на жизненном пути. Всех благ и всего самого-самого наилучшего. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.